Те из вас, кто смотрит мои видео, я имею в виду именно мои исторические видосики, которые к великолепному веку не имеют никакого отношения, наверняка заметили, что я частенько упоминаю о том, что Россией правили немцы, и что с эпохи дворцовых переворотов у власти не стояло ни одного русского человека по крови. Вам это кажется удивительным? А ведь как же так? Великая Российская империя, казалось бы, а что говорили в школе? А нет, забавно, что в европейской истории наших с вами Романовых называют Гольштейн-Гатторп-Романовы. А вот в русской этот факт почему-то обходят стороной. Вероятно, со стыда. В 1762 году в связи с кончиной последней дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны, прямая линия наследования по женской линии в доме Романовых пресеклась. А по мужской она пресеклась еще раньше, в 1730 году, когда умер Петр II. Готовясь к этому, Елизавета сделала своим наследником сына своей покойной сестры Анны Петровны. Таким образом, родоначальником Гольштейн-Гатторп-Романовых на престоле Российской империи стал герцог Карл Петр Ульрих Гольштейн-Гатторпский, внук по матери императора Петра Великого. После перехода в православие он получил имя великого князя Петра Федоровича, а после смерти Елизаветы стал российским императором Петром III. Его потомки в России именовались династией Романовых. Отметим, что его супруга, в дальнейшем императрица Екатерина II, по матери также происходила из Гольштейн-Гатторпов, имея с Петром III общего прадеда, герцога Кристиана Альбрехта Гольштейн-Гатторпского, князя-епископа Любекскага. Принадлежность к Гольштейн-Гатторпской династии, а также постоянные браки с немецкими принцессами. Из всех супруг императоров только жена Александра III была датской принцессой. Из датской линии того же Ольденбургского дома, что и Гольштейн-Гатторпы. Вызывали многочисленные упреки в засилии немцев на русском престоле. Соловьев, исследуя немецкие корни династии Гольштейн-Гатторп-Романовых, для большей наглядности мысленно проделал эксперимент. Смешивал красное вино в качестве аналога русской крови с водой, аналог крови немецкой. Эмигрант Головин приписывал этот эксперимент Пушкину, последовательно разбавляя вино и воду в зависимости от национальности того или иного представителя императорской родословной. Поэт будто бы получал в конце концов жидкость столь слабо окрашенную, что вызывал всеобщий хохот, когда просил присутствующих решить, вино это или же вода. Сам Головин считал, что русские государи, начиная с Петра III, иностранного происхождения, и что русское правительство выдает Гольштейн-Гатторпов за Романовых, потому что слово «немец» ненавистно русскому человеку, который никогда не свыкнется с мыслью о том, что им управляют немцы. Помнили о немецком происхождении российских императоров и другие русские аристократы. Князь Петр Владимирович Долгоруков в эмиграции называл Александра II исполняющим в России должность Романова. И даже прямо писал ему: «Вам известно, государь, что предки мои были великими князьями и управляли Россией в то время, когда предки вашего величества не были еще и графьями ольденбургскими. Известно, что в неформальной обстановке многие дворяне называли императорское семейство Гольштейн-Гатторпским. Сами русские правители знали об этом, когда в 1885 году в учреждение об императорской фамилии было внесено изменение, по которому правнуки и праправнуки императора лишались титула великих князей и княжон, и для них вводился титул «Князь императорской крови», великий князь Михаил Николаевич заметил. Это все Петербургский высший совет, который радуется этой мере, говоря, что они Рюриковичи, а мы немцы-галштинцы, в коих и романовской крови не осталось. А что ж сказали бы Долгоруковы или Оболенский, если бы у их потомства отняли принадлежащий им титул и потом без суда, без совершения преступления и так далее. Император Александр II якобы говорил о своем внебрачном сыне Георгии от Долгоруковой. Это настоящие русские, в нем, по крайней мере, течет русская кровь. Александр III писал в 1886 году Победоносцеву: «Есть господа, которые думают, что они одни русские, и никто более. Уже не воображают ли они, что я немец или чухонец? Легко им с их балаганным патриотизмом, когда они ни за что не отвечают, но я не дам в обиду Россию».
А что по этому поводу думаете вы? Обязательно ставьте лайк, если понравилось видео, и смотрите нас дальше. С нами будет только интереснее.